Здравствуйте, меня зовут Татьяна. И хочу я с вами поделиться описанием вот таких замечательных носочков, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам. Бренд пряжи ProLana, Германия. Вот я вам покажу сначала, что у меня осталось из этой пряжи. Так, остаток 31 грамм. Видите, на 2 носочка ушло всего, в принципе, немного. Так, остается 31 грамм. Так, цвет у нас получается 403, партия 95-37. Но я всегда тоже обращаю внимание, потому что если не хватает где-то какой-то пряжи, цвет может быть одинаковый, но лот может быть другой. Тогда цвет пряжи тоже может немножко, оттенок какой-то быть другой. Так, это пряжа Германия. Так, что хочу сказать про эту пряжу. Состав у нас получается 75% шерсть и 25% полиамид. В 100 граммах 420 метров. Ну, как обычно, носочная пряжа. Так, мои впечатления об этой пряже. Вы знаете, она мягкая, такая действительно приятная. Я вязала из нее еще носочки мужские. Немножко подлиннее. И цвет такой серый, темно-серый. Более длиннее были носочки мужские. Осталось 19 грамм. Так, что хочу сказать вообще про эту пряжу. В принципе, она неплохая, но она не бюджетная. То есть, если взять Alize, вот у нас Супервош Комфорт, так, она мне очень нравится. Вы знаете, она, наверное, одна из моих любимых носочных пряжей. В составе тоже 75% шерсть. Шерсть 25% полиамид, то есть одинаковая. Но Alize, еще раз повторяю, она идет в 2 раза дешевле. Она мне очень нравится. Некоторые отзывы я слышала о том, что она испортилась, но пока мне она нравится. Я из нее вяжу тоже много носочков. Кроме того, вот такая вот Alize Superwash Артизан, но, честно сказать, она мне, ну, как-то так не очень нравится. Наверное, не то, что она секционная какая-то, так. Я вязала из нее вот конкретно из этих ниток. У меня такие есть носочки. Так. Связан на размер 41-42. Тоже мягкие, добротные такие. Можно их стирать в машинке и так далее. Так. Из артизана, вот я уже хочу сразу сказать, связаны вот такие носочки на широкую ногу. Здесь петель, не помню сколько, но они достаточно большое количество, не так, как обычно. Вот, что хочу сказать вообще про эту пряжу. То есть эта пряжа ProLana, она дороже в 2 раза, но, честно сказать, я больше, наверное, ее так покупать и не буду, потому что, ну, в принципе, не стоит переплачивать, если можно купить что-то подешевле. Цвет у нас серый. Серый и немножко такой, как бы, меланж. То есть не чисто серый. Что касается размера. Значит, я вязала на 39-40. Может подойти и на 41. Вот таким вот замечательным узором. У нас все потом прописано, я вам покажу. Так, и из этой, что касается, так, и еще хочу сказать, что вот эта вот пряжа, она одинаковая по цене, практически одинаковая с такой вот пряжей, которая называется Лавита. Так, Лавита я ее тоже недавно заказала. Лавита Калзина. Заказываю я обычно на Вайлдберрисе. Так, состав тот же самый, но метраж 330 метров, хотя ниточка довольно-таки не толстая. Вот, я сейчас начала вязать вот такой вот процесс. Так, носочки из этой пряжи. То есть по цене вот эти
Нитки, они одинаковые практически. Ну, немножко она чуть дороже, смотря где вы покупаете. Вот. Но, если честно, вот эта вот нитка мне больше нравится. Она такая мягкая, эластичная. Тоже стирать можно в машинке. Но, вы знаете, очень приятная. Такая прямо добротная. Вязала я спицами номер 2,25 на 100 сантиметров. Я вяжу на 100 сантиметров, потому что 80 мне маловато. И эти спицы мне очень нравятся. Леска и переходы вот эти вот, конечно, они просто замечательные. Набирала я 68 петель и вязала резиночку эластичным способом. Так, эластичный способ, то есть необычная такая косичка у нас получается. Ну, такой вот интересный край. И то, что он действительно тянется, мне нравится. Так, что касается резиночки у нас идет скрещенная. Так, 20 рядов. И это у нас где-то 4,5 сантиметра. Так. Вот у нас где-то 4,5 сантиметра. Так. Дальше у меня шел паголинок. Так, я вывязывала вот таким вот узором. На схеме у нас записано, поэтому узор совсем неприхотливый. Раппорт у нас составляет 4 ряда, 4 петли. И на схеме здесь все указано. Пустой квадратик — это у нас лицевые, а горизонтальная линия — это у нас изнаночная. Всего у нас получается 4 ряда. То есть совсем простой узор, но вот видите, как интересно смотрится, особенно в носочных изделиях. Так, длина от начала до пятки у нас получается где-то, ну, неполных 12 сантиметров, да, 12 сантиметров. Так, и дальше у нас идет пятка. Пятка у меня вывязана следующим образом: вытянутыми петлями, 36 рядов, так, и затем чашечка. Чашечка пятки тоже я вытянутыми петлями провязала, так, и делила ее чашечку вот таким образом. То есть посерединке у нас получается 12 петель, так, и по бокам 11, которые я затем убавляла. Так, вот это вот убавочки, которые получаются по краям. Так, количество петель по боковым краям стенки у нас получилось 20 петель я добрала. Так, и затем шли у нас убавки. Лишних петель у нас получается 9. Так, то есть этих 9 петель мне пришлось вот убавить. Вот получается у нас последняя убавочка здесь. От последней убавки, так, и до мыска я провязала 61 ряд. Так, для того, чтобы, ну, скажем, лучше видеть, особенно поначалу тем, кто начинает вязать, я сначала тоже вешаю маркер от последней убавочки. Вот у нас убавочка такая, да, вот она видна. Вот. И там, где маркер, это первый ряд, который идет уже полностью без убавок. Так, и до начала мыска у меня получился 61 ряд. Затем я вывязывала мысок. Мысок у меня ленточный. Так, ленточный мысок. Как вывязывать мысок, у меня есть подробное описание в МК «Носки радужные», конкретно на 32 минуте. После 32 минуты я конкретно подробно описываю вывязывание вот этого ленточного мыска, который мне очень нравится тоже. Так, и затем убавки в мыске у меня получается 7 на 7, то есть мы 7 раз убавляем в каждом втором ряду и 7 раз убавляем в каждом ряду. Когда на спицах остается 6 петель, я тогда их закрываю иглой. Так, у меня получается вот такое вот соединение. Так, петля в петлю. Как соединяем
Эти петельки я тоже в этом МК носки радужные там подробно объясняю в самом конце видео. Вообще, что я хочу сказать про эти носочки. Мне они очень нравятся, да, то есть и узор, и то, что они такие мягкие, нежные, подойдут как мужчинам, так и женщинам. Вообще, хочу обратить внимание, вы знаете, на вот этот вот край. То есть я, когда начинала вязать носки, я думаю, ну как же это все так красиво получается. А здесь получается все красиво, элементарно. Так, я записала. Вот у нас тетрадочки, если хотите, посмотрите, как вывязывается стенка пятки, то есть в высоту. После того, как мы провязали паголинок, у нас идет высота пятки, то есть мы делим наполовину вязания и вывязываем вот эту вот стенку пятки. Она, получается, вывязывается следующим образом. Если лицевая сторона, то мы вяжем все лицевые. Так. Вот все лицевые. В изнаночной стороне, когда мы разворачиваем, у нас получается 2 петли первые и 2 петли последние. Мы их не провязываем. То есть просто снимаем, не провязывая. Нить при этом за работой. Когда переворачиваем вязание на лицевую сторону, значит, эти петли, которые не провязаны, мы уже сейчас на лицевой стороне провязываем лицевыми. И в начале, и в конце. И он, получается, краешок такой вот, знаете, как бы заворачивается. Но затем, когда мы набираем петли по бокам, у нас получается вот эта вот красивая косичка. Я вам покажу сейчас, что у нас на изнаночной стороне. Вот на изнаночной стороне тоже такая вот косичка остается. Так, с одной и с другой стороны. То есть носочки получаются аккуратные и мягкие. Если вам понравилось видео, я буду очень рада за ваши, может, комментарии, лайки. И спасибо всем за внимание.